Здравствуйте, друзья! Мы уже делали видео про немецкие города, и сегодня мы в столице Гессена, в Висбадене. Этот город еще называют столицей здоровья и восстановления, потому что здесь 15 термальных источников, которые были обнаружены еще самими римлянами. Сегодня мы познакомимся не только с таким классическим Висбаденом, но и посмотрим на город сверху вниз, затронем русскую историю и поговорим о единственном в Германии фуникулере, работающем на водяном балласте. Слышали о таком? Мы расскажем. Добро пожаловать в Висбаден! А ты видел самое большое здание в городе? Вот посмотри, вот эта прекрасная рыночная церковь, высота которой 88 метров, сделана из такой прекрасной кирпичной кладки, красного кирпича, находится в центре города на рыночной площади. Посмотрите на ее красоту. А на самой рыночной площади рядом с собором находится рынок, на котором можно запастись вкусным провиантом. А если вы приедете в Висбаден, вам обязательно нужно прийти в старый город на улицу Гольдгассе. Здесь вы найдете уютную атмосферу, бары, рестораны и даже ювелирные магазины. А вот эта маленькая пешеходная улочка Гольдгассе, ее еще называют маленьким корабликом, потому что, посмотрите, здесь на вот этом макете она выглядит как настоящий маленький кораблик. Приезжайте, убедитесь сами. На одной из центральных площадей находятся термальные источники. Это один из них, и он называется Kochbrunnen, что переводится «кипящий источник». А почему? Потому что вода здесь очень горячая, она 67 градусов и рука не выдерживает. Эту воду можно пить, но нужно использовать стакан, потому что так просто обожжешься. И мы сейчас попробуем. Уже более 2000 лет существует этот фонтан, и его открыли римляне. Попробуем. Очень соленая и немножко запах яйца, как будто такого немножко тухлого яйца, но она очень полезная. Смотрите, в фонтане очень интересная штука.
Она настолько горячая, что там даже варят яйца. Посмотрите, яйца лежат в фонтане. А здесь рядом находится еще один источник. И вот посмотрите, вот эти красноватые отложения – это акалина, или по-немецки зинтер. Вот если я дотрагиваюсь, оно вот получается красноватого цвета. А что же это такое? Это отложение оксидов, которые при взаимодействии с кислородом дают вот такую окраску, и получается вот такая субстанция. То есть то, что содержится в воде, вот элементы, металлы и другие элементы, которые содержатся вот в этой целебной воде, при взаимодействии с кислородом, они получают вот такую массу. А что же делали римляне с этой массой? Они собирали эту акалину, смешивали ее с жиром и отправляли в Рим, как краску для волос. Слушай, давай наберем немножко акалины, будем маску для волос делать, будем красивыми. Что же обозначает слово «Wiesbaden»? Со словом «баден» мы уже познакомились в прошлом фильме про Бад Хомбург, который вы можете посмотреть по ссылке на экране. А начало слова «Wies» происходит от немецкого слова «Wiese», что обозначает луг или луга. Таким образом, значение города получается, что источники на лугах. Правда же красиво? Во всем этом регионе распространялась Римская империя. Купание и чистота тела были для римлян, как мы знаем, очень важны, поэтому легионеры в больших количествах приезжали в Висбаден, чтобы принять ванны. В 1852 году Висбаден был объявлен городом-курортом мирового значения, поэтому богатеи со всей Европы съезжались сюда для восстановления здоровья. В Кайзер Фридрих Терме вы можете поистине побаловать душу и попарить свое тело. Если вы приехали в Висбаден, вам обязательно нужно прийти в это место, чтобы посмотреть на эту красоту, на этот Бергбан. Это горный фуникулер, единственный в Германии, который работает на водяном балласте. А по-немецки это называется, внимание, Wasserballastbetriebene Drahtseilzahnstangenbahn. О как! Этот поезд использует гравитацию для подъема тележек в гору. Это подразумевает выпуск воды из одного из вагонов, движущихся под уклон, что делает его тяжелее, и он тянет нижний вагон вверх на гору. Скорость регулируется ручным тормозом. Честно говоря, когда я услышал это впервые, я ничего не понял, и это было еще и на немецком. Но что же это значит? Канатная дорога с водяным балластом. Есть всего два вагона. Один стоит на станции на горе наверху, а другой находится на станции внизу. Оба эти вагона соединены толстым тросом. Вагон, который едет сверху, утяжелен за счет воды. Когда он едет вниз к другой станции, он тащит таким образом другой более легкий вагон, находящийся внизу наверх, на гору. Таким образом, эти два вагона ездят туда-сюда за счет силы тяжести, и им не нужен мотор. Очень дружелюбно по отношению к природе. И этот поезд существовал уже в 1888 году. И самое уникальное это то, что в плане техники работы поезда ничего не поменялось. Как он был построен тогда, так он и работает сейчас. И это единственный поезд в Германии, который ездит за счет утяжеления водой. Когда поезд сверху приходит на нижнюю станцию, 3500 литров воды сливается в специальные бочки, чтобы вагон стал легким. Но нужное количество воды зависит от количества пассажиров, поднимающихся наверх.
Сотрудник, находящийся внизу, передает информацию о пассажирах по рации, и там наверху наливает столько воды, чтобы силы тяжести хватило для подъема этого вагона. В середине есть развилка, так что два поезда могут разъехаться. В России подобные фуникулеры были в Нижнем Новгороде. Это Похвабинский и Кремлевские фуникулеры, открытые в 1896 году, но из-за непрактичности эксплуатации были закрыты в начале 20 века. Теперь мы идем пешком наверх этой горы по такой замечательной тропинке. Пошли. Парк Неруберг – настоящая жемчужина, расположенная в самом сердце Висбадена. Поднявшись наверх горы, вы попадаете в очаровательный оазис, где вы можете скрыться от городской суеты. Как только вы входите в парк, вас окутывает безмятежная атмосфера, пышная зелень и захватывающий дух виды. Независимо от того, ищете ли вы неспешную прогулку, сложный поход или расслабляющий пикник, парк Неруберг может предложить каждому свое. Главной гордостью парка, несомненно, является потрясающая панорама Висбадена, которая открывается с его вершины. Для семей парк – это восхитительная игровая площадка с достаточным пространством для детей, чтобы бегать и играть. Я искренне рекомендую парк Неруберг всем, кто хочет расслабиться, соединиться с природой или просто насладиться прекрасным днем на открытом воздухе. Это настоящий оазис в городе. Круто, когда в городе есть своя гора. И в Висбадене это гора Нера, на склонах которого находятся виноградники, которые выращивают уже с 16 века. И именно из этих виноградников, из этого винограда делают здесь прекрасное вино. И не случайно мы сейчас стоим у этого льва, потому что это официальный ориентир того места, к которому мы идем. И в описании дороги, вот к этому месту написано: от льва поверните направо по дорожке, пройдите вдоль стены, мимо вот этого большого дерева, и тогда вы нас сможете уже найти. Вот мы идем и стараемся найти. И вот это здесь, это официальная дорога. Я не знаю, куда она ведет, вдоль вот этой стены. Пошли смотреть. Это просто сумасшествие. Как говорят висбаденцы и собственники этого места Линда и Борис, это всего лишь обыкновенный винный бар. А там на склоне горы Нера находятся знаменитые виноградники, из винограда которого и делают все это вино. Приблизительно 14 лет назад собственники случайно побывали на этом месте, на этой площадке, и задались вопросом, а почему же здесь еще ничего нет?
И вот несколько лет назад они и основали свой семейный бизнес в месте, в котором просто находясь окрыляешься и влюбляешься в этот город. А чем же классно это место? То это атмосферой. Мы с вами видели такой классический Висбаден, а здесь настроение совсем другое. Люди здесь очень приветливые и доброжелательные, у всех хорошее настроение. Провести здесь вечер на закате с фужером вкуснейшего вина даст вам вдохновение и энергии на следующей неделе. Но вообще это опасное место, потому что, находясь здесь, ты просто не хочешь уходить. Нам, к сожалению, или к счастью, нужно спешить к следующей локации. Ist auch schreiben heißt oder dann das mal. Да, здрасте. А для тех, кто любит ходить в походы, здесь на горе Нера есть туристические тропки. Вот именно здесь есть тропа на 6 километров, пройдя по которой вы сможете насладиться виноградниками. Там на дороге есть тоже, на пути есть тоже пруд очень красивый. И в западной части Висбадена есть уже маршрут на 10 километров, да, на более сложный, и с максимальной высотой подъема 220 метров. Поэтому, если вы любите ходить в походы, здесь тоже очень хорошее место. Вы можете это совместить с посещением здесь вот известных достопримечательностей города. В 1847 году нассауский герцог Адольф построил эту церковь в честь своей жены Елизаветы. Она была племянницей русского царя. Но, к сожалению, вместе со своей новорожденной дочкой она погибла при родах. И в этой церкви они захоронены внутри. Саркофаг Елизаветы Романовой находится прямо в церкви над ее могилой, и рядом захоронена ее новорожденная дочь. Впоследствии в Висбаден приезжали много русских мигрантов, которые здесь оставались и находили здесь последнее место своего упокоения. И поэтому здесь, рядом с русской церковью, находится русское кладбище, на котором захоронены члены русской аристократии. Здесь также со своей женой Еленой захоронен известный русский художник-экспрессионист Алексей Явленский. Выставка картин Явленского в Висбадене является самой большой в Европе, и это благодаря тому, что последние 20 лет жизни он прожил здесь, в Висбадене. Сегодня именем Явленского названа Школа искусств в Висбадене, есть улица и автобусная остановка, названная его именем, еще есть художественная премия, тоже носящая его имя.
Друзья, побывав в Висбадене, вы не можете пройти курхаус или курортный дом. Слово «кур» в немецком языке обозначает курортный дом или курорт. Я буду в дальнейшем употреблять это слово, чтобы вы понимали. Сам император Вильгельм II сказал, что это, пожалуй, лучший курортный дом в мире. Но при этом нужно отметить, именно он и построил этот дом. Там внутри 12 залов, соответственно, курорт и еще казино. Снаружи выглядит потрясающе, а внутри, наверное, еще лучше. Пойдем смотреть. В XIX веке Висбаден был самым важным курортом во всей Германии. В любом случае сюда стоит зайти из-за этой великолепной архитектуры. Купол имеет высоту 21 метр, и на стенах под куполом мы видим барельефы греческих божеств. Давайте попробуем узнать кого-нибудь. Кого узнали, пишите в комментариях. Вон там наверху, например, Нептун, бог морей и потоков. Кто хочет испытать удачу, добро пожаловать в игорный зал казино. Именно здесь Достоевский проводил свои вечера, порой выигрывая кругленькую сумму, но зачастую проигрываясь и даже становясь банкротом. Об истории жизни Федора Достоевского в Висбадене чуть позже, а в этом зале нам даже показали рулетку, которую использовали в то время и, вероятно, которая влияла на судьбу и творчество великого русского писателя. Прямо за Курхаусом находится Курпарк. Это громадный парк для отдыха, имеющий 75 тысяч квадратных метров. Это сопоставимо с 10 футбольными полями. Здесь очень красиво, ухоженно, и цветы, кажется, цветут круглый год.
русскую историю Висбадена невозможно себе представить без Федора Достоевского, который приезжал сюда несколько раз. И впервые он побывал здесь в 1863 году, он был здесь на лечении. Случайно из газет он узнал, что один молодой человек застрелился, проиграв все состояние в казино. И чисто из любопытства он пришел в казино и в тот же вечер, представьте себе, выиграл огромную сумму – 10 тысяч франков, которую он позже с успехом также и проиграл. В следующий раз он приехал сюда в 1865 году также на лечение, и в казино его ждало полное фиаско. Федор Михайлович остановился в отеле «Виктория» в Шлангенбаде, в пригороде Висбадена. Денег на оплату гостиницы и на питание не осталось. Хозяину отеля он задолжал крупную сумму, и ему оставили только хлеб и чай и никуда не выпускали до уплаты долга. Достоевский отправлял письма с просьбой о помощи Тургеневу, Герцену, старому товарищу Врангелю. Многие ему помогли, но вызволил его по-настоящему из беды приехавший к нему в отель настоятель православной церкви Святой Елизаветы отец Иоанн Янышев. Он заплатил хозяину отеля долг писателя и помог Федору Михайловичу с возвращением на родину. Именно этот случай послужил появлению гениального романа Достоевского «Игрок», фрагменты которого также писались в городе с богатой русской историей Бад Хомбурге, фильм о котором можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Чтобы отдать долги, Достоевскому пришлось на кабальных условиях в кратчайший срок написать роман. «Игрок» был написан за 26 дней. В 1871 году Достоевский снова побывал на лечении в Висбадене и снова проигрался в казино. 28 апреля этого же года в своем письме жене он пишет: «Надо мной великое дело свершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. Теперь же все кончено, и это был вполне последний раз». После этого случая Достоевский действительно ни разу больше не играл. А сейчас я нахожусь именно на том месте, где император Вильгельм II после императорского фестиваля приветствовал всех гостей. И именно после этого события каждый год здесь проводится майский международный фестиваль. Добро пожаловать в Висбаден!
А если вы хотите попасть в фойе Императорского театра и остолбенеть от увиденной красоты, вы можете это сделать за час до любого представления. В это время театр открыт как для любителей оперы, так и для тех, кто хочет ненадолго заглянуть в интерьеры этого здания. Если вы хоть немного цените красоту и стиль, поверьте, это место сделает ваш день. Вагнер хотел построить в Висбадене концертный зал, но у него этого не получилось, потому что герцог Нассауский не позволил этого сделать. И сегодня величайший вагнеровский фестиваль ежегодно проходит в городе Байройт. Это барочный дворец Бибрих, летняя резиденция графов и позже герцога Нассауского. Стоит прямо у берега Рейна. А в прекрасном замковом парке каждую весну проходит международный турнир по верховой езде. А Рихард Вагнер, кстати, рядом с этим местом написал увертюру к своей опере «Нюрнбергские мастерзингеры». Висбаден – это город источников, город богатых кулинарных традиций и культуры. Это город в зеленом оазисе, и здесь ты сможешь открыть для себя еще больше интересного. А я прощаюсь с вами. Ты пока подпишись, поставь лайк, нажми на колокольчик. С вами был Алексей Travel и Оператор. Пока-пока!